Кто ждет твоего звонка? Давай разбираться вместе. Как всегда, с вами Вика и новый расклад Таро для мужчин. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад, либо на диагностику негатива, телефон под видео. Вы человек, который исключительно живет, знаете, логикой. Вы никогда не будете поддаваться каким-то таким импульсивным, необдуманным порывам. Однозначно, четко должно все быть обдумано, проанализировано. Вы, если принимаете какие-то решения, вы взвешиваете. По той простой причине, что вы сами по себе, такой человек, который склонен к сомнениям, да, какому-то, может быть, внутреннему пессимизму, такому самокопанию, да, то есть вы часто сомневаетесь в людях, в каких-то ситуациях, да, опять же, прежде всего, потому что вы в своей жизни пережили обман. У кого-то может проиграться, что даже не единожды вас обманывали, то есть ваше доверие подрывалось. И, конечно же, после этого у вас остался такой осадочек. Теперь вы очень сильно фильтруете все, да, вы обдумываете, вы не будете никогда в омут с головой, да, и это касается даже такой чувственной сферы. Это касается даже если вы, допустим, чувствуете, что влюбляетесь, там, что женщина какая-то вам нравится, вы все равно будете, может быть, даже на какой-то период замыкаться, отдаляться от женщины, но чтобы все хорошенечко проанализировать, да, как будто так издали посмотреть на ситуацию, на женщину, на ваши отношения и так далее. И так может быть не только в личной жизни, да, вы такой человек, который, просто должен все обмозговать. Давайте сделаем как раз маленький опрос по этому поводу. Напишите, пожалуйста, вы действительно все очень тщательно взвешиваете. Все какие-то ваши, там, я не знаю, предстоящие моменты, все какие-то ваши последующие шаги, чего бы это ни касалось, да, вы хорошенечко обдумываете, тем более, если это касается женщин. Если нет, то так и пишите, что нет, у меня такого нет. Да, может быть, вы спонтанный, импульсивный такой человек, потому что это общий расклад, поэтому мне просто интересно, кого из вас больше? Вы человек очень компанейский, у вас, я не скажу, что прям много друзей, но пара-тройка есть, но это такие проверенные жизнью люди. Может быть, кто-то с детства дружит, да, вы, такая маленькая компашка, но вам классно. Вы можете и в радости, и в горе, да, обратиться к своим друзьям, и вас выслушают, вас поддержат, вам помогут, и, в общем-то, вы настолько так сдружились, что можете себя чувствовать, как братья уже, да. На самом деле это здорово. У кого-то может проиграться, что либо недавно был, либо приближается, да, какой-то праздник, да, может быть это день рождения, может быть где-то какое-то застолье, да, либо куда-то пригласили, либо совсем недавно вы были на этом застолье, да, поскольку общий расклад, это может у всех по-разному проиграться. То есть это была такая, либо же будет очень теплая такая компашка, да, где вы именно с близкими людьми соберетесь, пусть это будет такая маленькая тусовка, либо же была, но очень, очень много позитивных моментов было, либо же будет. Так, по жизни, конечно, ребят, мне не нравится, что вы слишком много взваливаете на себя проблем. Понятно, вы как настоящий мужчина, да еще император, куда же без этого. Как настоящий мужчина вы пытаетесь тянуть все на себе по жизни. Особенно если у вас, допустим, там, у кого-то был, у кого-то сейчас еще брак, да, особенно если вы в отношениях, то вы такой человек, который старается женщину оградить от всего, да, в хорошем смысле слова. Вы стараетесь по максимуму закрыть все ее потребности, и финансовые, может быть, по дому, там, в быту вы помогаете, с детьми, там, допустим, помогаете. То есть вы не стыдитесь никакой работы, да, если это касательно отношений. И порой вы берете,
ну, слишком много груза, да. Вот под этим грузом, да, вы же не можете сказать женщине, что вот я устал, да, мне надоело это все тянуть, да, я хочу отдохнуть и я хочу на ручки, да, как это обычно женщины говорят. Нет, вы этого сказать не можете, потому что вы для себя упадете сразу же в своих глазах и разобьетесь насмерть, да, если вы так скажете женщине. Поэтому есть у кого-то из вас, ну, такая вселенская усталость от того, что вот вы взваливаете на себя все, что можно и нельзя. Возможно, у кого-то проиграется, что вы берете не только вот какие-то заботы, хлопоты своей семьи, но вы, может быть, помогаете еще там друзьям, да, в каких-то таких тяжелых моментах. Вы можете помогать родителям, там, братьям, сестрам. Кто-то детям, внукам, может быть, помогает, да, неважно, финансово, еще какой-то помощью. Но вы на себя столько всего тянете. Я даже не удивлюсь, если кто-то из вас, может быть, берет подработку просто чтобы вот именно в финансовом плане помогать своим близким. И даже это очень сильно вот вас выматывает. Хотя вы, в общем-то, человек полный сил и энергии. Но даже у вас иногда сдают нервы, иногда вам кажется, что ну как меня это все достало, я хочу отдохнуть, да, вот я хочу умчаться на край света, и только чтобы банально, может быть, выспаться, банально просто отдохнуть, отключить все эти гаджеты и просто вот понаслаждаться там, может быть, природой, морем, речкой, ну чем угодно, да, вот есть такая усталость. Напишите, ребят, у кого это резонирует. Вы человек вообще очень глубокий. Вот глубокий. Хотя, конечно, шалун еще тот. Сексуальной энергии у вас хоть отбавляй. У кого-то она бьет через край, и у кого-то может проиграться, что ну, тот, кто особенно сейчас может быть либо в одиночестве, либо просто ну, нет женщины рядом по какой-то причине. Несмотря на ту вашу такую страстность, эротичность и сексуальность, ну, вы не бросаетесь на первую встречную, да, для вас это и вопрос принципов, морали какой-то, да, и поэтому может проиграться у кого-то из вас довольно длительное воздержание. Но, тем не менее, вы надежду питаете, что, ну, все равно бесконечно это воздержание не будет, да, все равно появится женщина, с которой вы, ох, вы оторветесь, потому что вы тот еще живчик. Ну, давайте-ка, мои хорошие, смотреть, кто же ждет вашего звонка. Я буду, поскольку это общий расклад, разные ситуации рассказывать, да, а вы уже примеряете, кому что подходит, да. Итак, сначала, кто же ждет вашего звонка? Это женщина, с которой, скорее всего, вы либо же порвали отношения, либо же стараетесь вот как-то держаться от нее подальше, хотите забыть, может быть, как кошмарный сон. Это женщина, от которой вы либо ушли, может быть, даже кто-то сбежал просто, да. Но, скорее всего, я склоняюсь, что это законная дама была в вашей истории. Она ждет вашего звонка, потому что, знаете, вот как будто у нее, вот как говорят, незакрытый гештальт остался, да? Не все это знают, что это такое, это чисто психологический такой термин. Ну, то есть какая-то незавершенная история, какая-то недосказанность между вами осталась, да? У нее такое состояние. Первой проявиться она и хочет, знаете как, и хочется, и колется. Вот есть некие страхи. Вот страхи, что вот она проявится к вам, но вы как-то не так отреагируете, да. Может быть, вы будете агрессировать в ее сторону, либо же она знает, что вы можете не взять трубку, либо там захлопнуть дверь перед ней, да. Возможно, даже у кого-то проиграется, что она пыталась сделать какие-то шаги в вашу сторону, но вы были, ну, такой непреклонный. Поэтому она ждет от вас шага. У кого-то может проиграться, что эта дама из прошлого исключительно в каких-то своих таких корыстных целях, вот она ждет вашего шага. Ну вот, денежка ей нужна. Смотрите, ребят, рассказываю, если у кого-то из вас, особенно если это, ну так, относительно, да, свежие такие разводы, и женщина, если пытается, либо пыталась всеми правдами, неправдами как-то к вам проявляться, так вот знаете, да, что, да, она видит, какой вы мужчина, но это не про любовь. Ей больше нужны денежки, которые вы вкладывали в нее. Да, она может пытаться, да, вот она может пытаться играть с вами в любовь.
но только для комфорта. Она и хочет, чтобы вы позвонили, чтобы вы сами начали делать шаги в ее сторону, для того, чтобы как-то с вами вот, ну, воссоединиться заново, но именно из-за денег. Не потому, что она поняла, как вы там безумно ей дороги, там еще что-то, а вот именно ради комфорта, который вы ей давали. У кого-то, кстати, может, ребят, проиграться, что женщина делала вам порчу. Говорю сразу, не отходя от кассы, вы можете это знать, кто-то подозревать, может быть, кто-то чувствует это по себе. Здесь могут быть такие, именно какие-то, знаете, по ощущениям, могут быть странные ощущения в теле, могут быть качели вообще, ну такое, знаете, обычно я говорю, что это какие-то скачкообразные такие настроения. Это может быть упадок сил внезапный, хоть вы даже и отдохнули. Это может быть утром вы встаете, а сил нет, как выжатый лимон, да. У кого-то могут не ладиться, допустим, какие-то дела по работе, у кого-то, может быть, не ладится личная жизнь. Вот вы расстались с ней, а новая женщина никак не приходит, либо же все отпадают сразу же, да, ну то есть вы могли задуматься, ну что-то не так происходит. Поэтому, если у кого-то есть такие симптомы, пишите, посмотрим диагностику, если, конечно же, вы захотите, я никого никогда не заставляю. Но, тем не менее, будьте бдительны, потому что магия однозначно на ком-то из вас есть. Мне это показывает просто Таро. Далее, кто еще ждет вашего звонка? Какой-то человек, опять же, мы не привязываемся. У кого-то это может быть друг-приятель, у кого-то по работе. Ну да, здесь однозначно человек, который каким-то образом вас обидел. Это может даже мужчина проиграться, скорее всего, с которым либо конфликт какой-то. Вы где-то вот, ну так, знаете, интуитивно просекли, что человек вами манипулировал, вас использовал. И могут быть даже какие-то подставы по работе, да, возможно, были, либо какие-то сплетни, наговоры. Вы могли это все просечь, да, либо как-то узнать. Может быть, кто-то вам сказал, и теперь этот человек остался у вас, ну так, за бортом, да, вы его вычеркнули из своей жизни, но он-то вас не вычеркнул, этот человек. Не обязательно по работе, ребят, просто так прикидывайте, кто это может быть, но, скорее всего, это мужчина, вот с которым вы в какой-то конфликтной ситуации. У кого-то, может быть, бизнес вы совместно вели, у кого-то, может быть, там еще где-то вы, я как говорила, да, друзья-приятели могут быть, ну, то есть вы так тесно пересекались, но человек вас не вычеркнул. Это вы так, знаете, одним росчерком пера его выбросили, потому что вы предательство, манипуляции, какие-то гадости, тем более от близких людей, вы не прощаете. А он ждет вашего звонка, он очень хочет наладить с вами отношения. Он хочет с вами помириться, причем понимает, что если он сделает какой-то шаг, да, в вашу сторону, возможно, даже уже кто-то из вас его заблокировал, и он это знает, да, поэтому он понимает, что, ну, я никак не проявлюсь, да, я, ну, не могу стучать в закрытую дверь, поэтому ждет от вас такого хоть маленького шага, хоть какого-то смайлика, чтобы, ну, хоть как-то возобновить ваше общение, потому что, ну, человек, в общем-то, осознал, да, свои ошибки, человек осознал свою неправоту, ну и ждет теперь. Так, кто еще ждет? Кто еще ждет? У кого-то это могут быть, знаете, долговые обязательства, я бы сказала. Либо же вы кому-то одалживали деньги, да, и человек вот, ну, со дня на день ждет, что вот вы проявитесь, да, чтобы сказать, можно я немножко позже отдам денежку, да, вот в таком плане. Потому что боится, вот боится сразу сказать, что, ну, позвонить, да, вот проявиться, боится сказать, что, ну, вот прости, вот, ну, не могу я тебе сейчас отдать, да. Поэтому человек ждет, чтобы вы ему позвонили, да, сказали, что, ну, дорогой, время пришло в таком плане. Не решается сам позвонить, ждет от вас шага. Либо же
либо же вам кто-то одалживал, да, у кого как проиграется, либо вам одалживали деньги. И, ну, там тоже наоборот ситуация будет, люди ждут, ну, либо же человек, что вы позвоните, вы отдадите, причем может даже быть ситуация, что вы уже немножко подзадержали, да, может быть на месяц-два, вы задержали выплату своих долгов. Поэтому подумайте. Я не вижу здесь прям такой трагедии, но тем не менее скажу так. Если действительно вот у кого резонирует вот это вот одолжил, не одолжил, вот эта ситуация может дойти до конфликта. Если же либо вы будете затягивать с выплатами, либо же, если наоборот, если вы кому-то одалживали, человек будет тянуть, здесь может произойти действительно конфликтная ситуация между вами. Поэтому вот кто в долгах, неважно с какой вы стороны, одалживали, либо же вам одолжили, просто чтобы вы знали. Если это важные, близкие люди вам, то как-то, ну, может быть, подумайте, как можно решить полюбовно этот вопрос, потому что, ну, коса на камень может найти действительно, и, в общем-то, можно поругаться. А этот человек для вас ценный. У кого-то, кстати, может проиграться, что это действительно даже вот кто-то из ваших родственников. Поэтому, чтобы не портить вот родственные отношения, вот как-то постарайтесь это все решить полюбовно. Ну и давайте еще напоследок, кто еще? Ух ты! А это ждет женщина. Это женщина, но уже не из прошлого. Это скорее такая вот гостья из будущего, если ее можно назвать. Возможно, кто-то с ней познакомился недавно. Вы могли обменяться телефонами, вы могли уже делать первые шаги, первые свидания, да? Но эта женщина постоянно ждет от вас звонка. Вот она ждет шагов. Даже если вы просто обменялись телефонами, так и знайте, да, потому что, ну, в силу своей психологии и разных обстоятельств, мужчины бывают, возьмут телефончик, а потом звонят через день, через два, через три. Кто-то боится, кто-то стесняется, у каждого своя причина. Но так и знайте, эта женщина ждет вашего звонка, потому что вы очень понравились. У вас большие перспективы начать серьезные отношения именно с ней, да. Если же эта женщина, ну, скажем так, на которую вы не рассчитываете, да, вы могли специально, ну так, для, ну, для вида, что ли, обменяться телефонами просто. Ну, так и знайте, что она может остаться, ну, довольно такая влюбленная, разочарованная, если вы ей не позвоните. У кого-то может проиграться, что действительно вот женщина... Смотрите, нет, не так скажу. То есть, ну, понятно, если вы просто обменялись, это еще ничего не было, да, чтобы вы просто не путались, я вам поясняю. Если же у вас уже начались первые такие свидания, отношения, так вот, знаете, ваша женщина точно так, она очень залипла на вас, она влюблена в вас, и ей даже, может быть, не очень хватает вашего общения. Чтобы вы знали, да, это первые шаги, это, может быть, первые такие дни, недели, может быть, месяц у кого-то, да, вот роман, отношения, то вы знаете, что женщине хочется, чтобы вы чаще звонили, либо писали. Вот она вот настолько такой чувственный человек, ей хочется, как подтверждение, да, что вот она нужна, вот ваши лишние там звонки, смс. Кстати, к слову, ребят, говорю вам, такую еще женскую позицию, да, многих женщин. Ну, поскольку у нас мужчины и женщины очень сильно отличаются, да, вы это все знаете. Но скажу так, многие женщины обращают внимание на то, как часто мужчина звонит либо пишет, как он проявляет инициативу. И уже в связи с этим женщина делает вывод, насколько она нужна. Если мужчина звонит там, допустим, очень редко, пропадает, появляется, практически любая женщина, ну, самодостаточно уверенная в себе, но она сразу поймет, что она не очень-то интересна мужчине, если он не находит 2 минуты ей позвонить, либо написать.
Понимаете? Поэтому делайте выводы. У кого это проигрывается, ребят, ну, если вам нужна женщина, если она действительно вам интересна, ну, немножечко добавьте романтики, каких-то смс-ок, пусть это будет короткое сообщение, пусть даже если это какой-то короткий звонок, да, если вы там занятой человек. Но ей будет безумно приятно, потому что она так ждет вашего звонка. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!